Сегодня фильм «Послание в бутылке», 1999 год, автор и сценария Николас Спаркс, Джеральди Ди Пего, режиссер Луис Мандоки, в ролях Кевин Костнер, Робин Райт, Пол Ньюман. Бюджет 30, сборы $118,9 миллионов. Сюжет. Разведенная женщина-журналист, имеющая сына лет 10-12, на пляже нашла бутылку, а в ней письмо, адресованное Кэтрин. Письмо настолько взволновало ее, настолько оно было личным и чувственным, что она решила непременно отыскать отправителя. Она поделилась содержанием письма на работе, и ее шеф без ее ведома опубликовал его. Посыпались письма от читателей, кто-то прислал второе письмо, третье было ответным от Кэтрин. В общем, она вычислила местонахождение автора и поехала на побережье. И там она знакомится с отправителем и узнает, что письмо было послано жене Кэтрин, которая умерла 2 года назад, она болела. Верность в наше время чувство старомодное, даже живым. Но здесь верность памяти жены, которую любил и которой нет уже 2 года, невероятно. Не то чтобы я не верила, что такое возможно. Казалось бы, 2 года – хороший срок, чтобы найти новую жену. Как говорится, мертвую не вернешь, а жизнь продолжается. По правилам приличия, вроде через год можно жениться. Похоже, этого мнения придерживался отец главного героя. Он переживал, что сын не устроен, и Тереза была хорошим кандидатом. Умница, красавица, и сын ее полюбил, и отцу она нравилась. Но память не сотрешь, особенно если ты этого и не хочешь. Вот Гаррет недоволен, что Тереза переложила вещи Кэтрин. То они устраивают разборки по поводу картин Кэтрин с ее родственниками, или он узнает, что Тереза нашла послание в бутылке и опубликовала его. В общем, как это ни странно, любовный треугольник, хотя одного из героев треугольника нет в мире живых. Кэтрин незримо присутствовала, потому что Гаррет не отпускал ее. Тереза приехала на праздник. Гаррет закончил строить яхту, которую назвал Кэтрин, и произнес речь. Мне бы очень хотелось, чтобы она была здесь сегодня и всегда. Тереза ушла с праздника, они встретились позже дома. Тереза плакала, Гаррет предложил ей остаться, но она ответила, что пока его душа не найдет сил для новой любви, что даже если этого не случится, ничего страшного, я ни о чем не жалею. Вообще, Робин Райт меня поразила. Она вложила в свою героиню столько такта, понимания, сопереживания, любви. Эти умные грустные глаза. Она пережила предательство мужа. Как-то она ехала на авто, увидела мужа, гуляющего с другой женщиной. А ведь мы хотели завести 2-го ребенка. Увидела мельком какие-то секунды. Я не выключила даже мотор. Сидела, окаменев. Больше часа ушло на осознание очевидного, но невероятного. Кто-то не верен живой жене, а кто-то верен мертвой. В финале Гаррет пишет последнее письмо Кэтрин, как бы прося благословения на новую любовь, и в шторм выходит в море, чтобы отправить послание, но по пути пытается спасти тонущую женщину и погибает. По-моему, финал закономерен. Он так тосковал по ушедшей любви, что ушел вслед за нею. Отношения отца и сына тоже полны драматизма. Отец советует Гаррету позвонить Терезе, удержать ее, но сын говорит отцу, что это не его дело. Отец в сердцах толкает его: «Сожми кулак и ударь меня по лицу, сукин сын! Мой сын не мое дело! Кто у меня есть еще ближе тебя? Ты мой сын! На кого я еще могу положиться, кроме тебя?» Пол Ньюман с таким чувством произносил это, что меня пробило на слезу. Я, конечно, слышала об этом легендарном актере, но, к сожалению, фильмов с его участием не видела. Так вот, мне эта сцена показалась лучшей в фильме. Это, наверное, потому, что, когда тебе 60+, проблема отцов и детей для тебя актуальнее любовных страстей. Когда, узнав о гибели Гаррета, Тереза приехала и прочитала письмо Гаррета: «Дорогая Кэтрин, моя жизнь началась, когда я встретил тебя, и я думал, что она закончилась, когда я не смог спасти тебя. Я думал, что, живя памятью о тебе, я даю жизнь нам обоим, но я ошибся. Пока я не увидел, как она садится в самолет и улетает, я не понимал, как она мне нужна. Когда самолет поднялся в воздух, я почувствовал, как внутри меня что-то оборвалось. Завтра я доплыву до мыса всех ветров и попрощаюсь с тобой, а потом полечу к той женщине и попробую завоевать ее сердце. Мне выпало величайшее счастье любить дважды. Я люблю Терезу так же сильно, как любил тебя.
Тереза рыдала, и я вместе с ней. Финальный монолог Терезы: жизненный путь одних прям и ясен, других причудливо извилист и непредсказуемый. На моем пути меня ждала удивительная находка. Она обернулась с утратой, но открыла глаза на многое, чего я раньше не видела. Теперь я знаю, что такое любовь, и благодарна за это судьбе. Как мне жаль, главную героиню встретила любовь и тут же потеряла. И зачем он вышел в море в непогоду? Надо же минимизировать риски, ведь отец его предупреждал. Простенький, слезливый сценарий, хорошие режиссеры, актеры, хорошая касса. Фильм удался. На сегодня все. Всем пока.